Ну, здравствуйте, подписчики и зрители канала. Итак, в этом видео, которое должно было выйти еще пару недель назад, я расскажу вам и покажу, пожалуй, самую лучшую портативную, ну почти портативную консоль, не знаю, там компьютер, что можно купить из существующих сегодня. В целом, видео можно было сделать еще в середине ноября, но я решил не спешить, не хайпить раньше всех, первый обзор в интернете и так далее. Нет, почти 3 недели я пользовался этой портативкой, покатался там с ней по всем отелям на свой день рождения, и уже потом я сложил свое впечатление о Lenovo Legion Go. Эту приставку я купил на Авито у проверенного продавца под названием Ferrostore. Точнее, сперва я начал общение на Авито, потом уже все вопросы решали именно в телеге. А вопросы были у меня, потому что, как вы знаете, что Asus Ally, что Lenovo Legion, все эти консоли привезенные товары из Китая. И там стоит что? Правильно, лицензионный китайский Windows 11. В нем нужно или мучиться менять язык полностью, или переустанавливать Windows с нуля. Поэтому все эти вопросы я обсудил с продавцом, и они предложили мне помощь и самим все сделать, то есть поменять язык, но я хотел прямо, вот знаете, для видео полностью запаянную пломбами коробку, да и в целом, как вы знаете, я занимаюсь как бы техникой, и переустановка винды это для меня не такая уж и большая проблема. Однако, еще раз повторюсь, если нужно, то парни могут решить любой вопрос, связанный с техникой, перед вашей покупкой, проконсультировать и так далее. Однозначно рекомендую зрителям данных продавцов, именно цена для меня была самая важная, именно решающая. Она самая низкая, 69 тысяч, и ссылочку я оставлю на эту консоль и на Ferrostore в описании под этим видео. Это чисто из уважения к этому продавцу. У ребят есть свой стор, как на телеге, так и на Авито. Куча положительных отзывов. Переходите, в общем, смотрите, спрашивайте без проблем. Что насчет самой истории покупок, то я потратил немало времени, выбирая для себя оптимальный вариант среди остальных изделий, то есть иных портативок. И я 2 раза внимание покупал иные портативки, это Steam Deck еще прошлой версии и Asus Ally. Правда, после покупок спустя 2-3 дня я возвращал обратно эти приставки продавцу, потому что все они имеют очень критичные для меня недостатки. Обе приставки имели маленькие экраны, как оказалось вживую, по 7 дюймов, а 7 дюймов это как мой, в принципе, смартфон, на секундочку. Это очень и очень тяжело для зрения. Если, скажем, запускаете игры, в которых, допустим, меню довольно мелкое, детальное, это прям, вообще ничего не видно. И второе, у Steam Deck очень слабое железо, что местами выдает 20-25 кадров в 720p. Это просто невыносимо, и особенно в наше время, зная, что 720p это уже, абсолютно ни о чем. Что насчет Asus Ally, то она более мощная, чем Steam Deck, буквально в 2-3 раза мощнее, но опять же у нее LCD экран обычный на 7 дюймов, такое же качество экрана тоже так себе, в принципе на 3 с плюсом, и температура железа довольно высокая. Это шумная консоль. Короче, я остановил свои поиски оптимальной портативки именно на продукте от Lenovo. Это не реклама компании Lenovo. Сама компания Lenovo, те, кто не знает, уже давно ушли с рынка и ничего здесь не рекламируют. Это чисто мой интерес. И так, я думаю, зрители уже видели в целом весь комплект в момент распаковки этой приставки, то есть в начале видео. И да, по комплектации Lenovo сделали очень похожий китовый бандл, что в Steam Deck, но значительно лучше, чем в Asus ROG Ally. Там вообще полный отстой, чехла нет в комплекте, поставка если и есть в комплекте, то она картонная, то есть бумажная. Короче, это самый отстойный комплект, при том, что портативка стоит даже малость больше, чем Legion Go. Вот такая вот история. Окей, далее, значит, у нас важный момент, это размеры самой портативки в кавычках. Да, она по форме очень схожа с Nintendo Switch, тоже именно съемный Joy-Con, или как они там правильно называются, не помню, но вот размеры изделия от Lenovo, точно не претендуют на портативность. Я бы даже сказал, это ручной компьютер в виде планшета, к которому прикрепили джойконы, потому что по сути это и есть компьютер на 11-й винде, он делает все те же самые функции, что и большой домашний компьютер, но при этом он переносной и можно использовать как портативную консоль, тем более в наличии на корпусе имеется подставка на тыльной части, и это делает ее, как бы так сказать, настольным портативным компьютером. Короче, я вас запутал. Так или иначе, по-разному можно использовать Legion Go, хоть на стол ставить, хоть в руках держать, хоть подключать внешний монитор или телевизор, все равно это более открытая платформа, чем тот же Steam Deck на Linux, которым умеет пользоваться, я уверен, там 3% от силы из всех зрителей, и уж точно более открытая, чем Nintendo Switch. Там просто одна оболочка, и на этом все. Я пользовался этой приставкой в отеле, именно этим Легионом, я пользовался ею дома в роли настольной консоли, и даже были мысли поставить вместо Windows SteamOS, то есть
мощность от Steam Deck и сделать при этом свою домашнюю Steam Deck Pro или там Steam Deck Max, потому что по железу тут самая мощная из всех существующих сегодня портативок. И можно сделать просто Steam Deck Pro. Но зачем это делать, если можно просто в Steam включить режим Big Picture именно на старте и получите тот же самый Steam Deck без переустановки на Steam OS. Ну, короче, я думаю, здесь вы все поняли. Плюс к этому напоминаю, что на платформе Windows не все далеко ограничивается только Steam лончером, как, например, в Steam Deck. И можно ставить любой из существующих там и Game Pass, и всякие Epic Story, и даже пиратку с торрентов, потому что это по сути, что правильно, персональный компьютер. К счастью, имея большой экран, пользоваться виндой очень просто именно на большом экране. Дисплей тут действительно просто, топовый по всем показателям. У него отличнейшая цветопередача, очень сочные цвета, прям насыщенные, они бледные, как у некоторых собратьев. Ну и самое важное лично для меня — это разрешение экрана. Максимальное 2560 на 1600 пикселей, и это почти на 9-дюймовом экране. То есть там 8.8 дюймов, что равняется 22 сантиметрам. В то же время экран Asus Ally и Steam Deck даже версии OLED — это 17-сантиметровые экраны. Это на 5 сантиметров меньше. А поверьте мне, я тот человек, кто перещупал все эти приставки и понял, что размеры экрана действительно решают. Решают то, насколько близко ты держишь консоль перед своим лицом. Если, например, пользуешься приложением через Windows. Скажем, вы печатаете текст в Word или там смотрите видео или сидите в браузере, вы можете сидеть перед Легионом даже на расстоянии полуметра, как перед обычным ноутбуком. Почти как перед ноутбуком. А на всех остальных консолях вам нужно прям уткнуться лицом, как в смартфон маленький, и рассматривать все это почти под лупой. Короче, для меня лично экран — это ключевой фактор из всех существующих именно на этой портативке. Он мне очень понравился. Наверное, у Steam Deck OLED будет, явно отличный OLED-экран, но вы видели, я думаю, цену на эту версию OLED-приставки. Там почти что под 90 тысяч рублей стоит такая консоль. Внимание, на старом железе, то есть на прошлом железе, и просто имеем обновленный экран и чуть больше аккумулятор. Да, я не спорю, автономность для некоторых, то есть людей, крайне важна. Если используете приставку часто в пути или там, допустим, в метро, в машине, но я пользовался зарядом аккумулятора в данной приставке лишь 2 раза, то есть за последние 2 недели, чисто для проверки, потому что розетки есть буквально везде, абсолютно везде, куда бы вы ни пошли. Да, я лучше подключу кабель и получу максимальную производительность, чем буду сидеть без кабеля зарядки, но зато меньше теплопакет, ниже фреймрейт, ниже, в общем, фреймтайм. Вы при этом потеряете именно производительность. Все современные портативки работают по принципу ноутбуков. В работе от сети у них максимальная мощность, в работе от аккумулятора она базовая и не максимальная. И там, где от батарейки у вас, скажем, 30 кадров, от зарядки у вас будет 35-36. Так что я, знаете ли, выбираю мощь вместо живучести аккумулятора. И понятное дело, что экран на 7 дюймов, там в маленьких 720p и на устаревшем железе RDNA 2 против RDNA 4 будет меньше съедать именно заряда. В нашем случае портативка от Lenovo от батарейки работает примерно 1 час на максимальной мощности, но можно при этом продлить время еще, если, скажем, перейти в ней, например, на разрешение 720p и поставить не 144 Гц, а 60, и получится примерно на 30-40% больше живучесть. В общем и целом тема аккумулятора, она очень спорная. Нужно просто понять, в каких условиях вы именно планируете использовать портативку. Если вам, скажем, ехать на работу в автобусе 3 часа, то тут, конечно же, однозначно вам лучше брать Steam Deck. Он действительно живучий. Если вы работаете в офисе или там, скажем, дома, или просто едете час в одну сторону в такси, то хватит вам в этом случае Legion Go на полную мощность, причем на 1 час. Для меня лично аккумулятор не важен. Это действительно, если 90% времени я реально провожу дома, и в каждой комнате у меня имеется там по 3, по 4 розетки. Зачем, по сути, мне использовать аккумулятор, если я могу получить максимальную мощность, просто подсоединив какой-нибудь там проводочек? Вот и все. Одним словом, ключевые достоинства Легиона — это большой офигенский экран с возможностью смены разрешений и герцовки, с отличной цветопередачей. Далее, самое мощное железо внутри на сегодняшний день, оно реально мощнее, чем даже в Asus Ally, ведь тут память работает на частоте 7500 на секундочку против 6400, 6500 там в Steam Deck или в той же Asus Ally. В консоль действительно поставили AMD-шный Proc Z1 Extreme на 8 ядер 16 потоков против 4 ядер 8 потоков в Steam Deck. Плюс качество самих материалов пластика вообще там, то
есть кнопочек, стиков, оно тут реально на высоком уровне, в отличие от такого, знаете, дешманского пластика в Steam Deck или в той же Asus Elite. Там действительно все очень плохо с материалами. Я их именно вживую держал, щупал, я понимаю, о чем рассказываю. Там за 70 тысяч в руках вы держите слишком дешевый пластик, даже тактильно это чувствуется, а тут ты понимаешь, что это действительно вещь. Ну и самое важное, самое то, ради чего я и взял именно эту портативку, это ее мощность. И вот сейчас давайте с вами и оценим ее производительность в трех различных разрешениях экрана. Это 720p, Full HD и, конечно же, 2К или 2560 на 1600 точек. Для этого я подключил к приставке через Bluetooth свою клавиатуру и через приемник мышку, сделав почти настольный ПК, и далее все настройки мощности я включил на Performance, то есть производительность. Это, знаете ли, максимальная работа консоли, есть там еще режим баланс, это что-то среднее, скажем так, и есть самый щадящий режим, это Quiet, то есть это самый тихий и самый экономичный. Он больше подходит для просмотра YouTube или, скажем, там для работы в Windows. Итак, друзья, давайте начнем с вами запускать, и начнем мы, конечно же, с Counter-Strike вторая часть. Все настройки на высоких я выставил, все эффекты включены в FSR в режиме качества, и как видим с вами, даже в 2К в высоких настройках можно получить от 55 до 60 кадров. При этом оптимальным лично для меня является Full HD, а не 2К. Тут средний фреймрейт 70-90. Ну и 720p тут, понятное дело, конечно же, с таким смешным разрешением Steam Deck у нас получается 100-120 кадров. Опять же, это высокие настройки, на секундочку. Если выставить средние или, скажем, низкие настройки и FSR в режиме производительности, то будет еще выше FPS, там, не знаю, на 30-40%. Плюс, еще я напомню, я делаю захват видео именно с экрана. Я делаю через встроенное приложение Windows. Это тоже съедает 4-5 кадров, так что фреймрейт довольно высокий. Уверен, прямо сейчас зрители спросят: интересно, сколько же выдает Steam Deck OLED, именно новый OLED, именно в Counter-Strike 2? Без проблем, друзья, я нашел тесты в интернете именно в нативных 720p, на высоких, в Counter-Strike второй части, и как видим, у нас получается от 45 до 60 кадров с сильными просадками до 25 FPS. Это все 720p. Вот и делайте, друзья, выводы насчет мощности железа. 100-120 кадров на Легионе или 45-60 с просадками до 25 на Steam Deck. И при этом Steam Deck OLED стоит почти на 10-15 тысяч рублей больше. Вот такая вот история. Окей, друзья, идем далее. Теперь давайте запустим GTA 5 на высоких со всеми эффектами. Это, на секундочку, не самые низкие настройки. И как видим, только в разрешении 2К у нас 40-45 кадров. Но эти 40-45 нормальные такие себе кадры, такие же, как на любой из простых приставок. Однако это высокие настройки 2К, что выше, чем Full HD в 2 раза. А в самом же Full HD 55-65 весьма тоже достойно. Ну а про 720p я вообще молчу. Там 70, возможно, 90. Но я крайне редко, если можно сказать, вообще не запускаю ничего 720p. Просто, скажем так, для понимания зрителей я использую такое разрешение 720p, что просто проверить. Мне кажется, вот честно, унизительным в 2024 вообще запускать что-то в 720p, если твоя консоль стоит при этом 70, 80, 90 тысяч. Оптимально это хотя бы Full HD, это ну такая себе золотая середина, а в идеале, конечно же, в 2К, но 2К не везде будет у нас 60 FPS, например, в той же GTA 5 у нас 40-45 кадров. В то же время, например, в Resident Village 8 части на высоких у нас 2К уже 55-60 плюс кадров. И в остальных разрешениях тоже там, например, Full HD и 720p у нас 70, 90, там 120 и так далее. Причем разница в четкости картинки между 720p и тем же Full HD просто колоссальная. Это идеальное разрешение для экрана вроде 8 или 9 дюймов. И все при этом остается в меру детализированное, в отличие от 720p. 720p даже на Steam Deck это мыльная картинка, а что уж там рассказывать про 8-9 дюймов. Так что, друзья, обычный запуск 1080p это оптимально. 720p это прям, если вам ну вообще очень-очень хочется, то есть на ультра выставить, не знаю, там в киберпанке, чтобы в ущерб четкости, но зато вы получите там максимальную картинку в 720p. Хотя бы некоторые люди как бы действительно готовы и тратят, платят 80-90 тысяч
тысяч за Steam Deck OLED, чтобы запускать 720p в 30 кадров. И это просто предел разума. Отдать за приставку 80 тысяч, чтобы смотреть в экранчик на 7 дюймов и запускать все это на средне-низких настройках, и если можно элементарно по той же цене или даже дешевле взять нормальный большой экран, как в моей консоли, то есть Legion, на современном железе с кучей лончеров, а не только один Steam, и запускать все Full HD 60 FPS на высоких, внимание, на высоких настройках или даже можно в 2К. Я, честно, не понимаю людей, которые покупают Steam Deck. Вообще просто думаю, зачем? Вы можете накатить сверху на Legion Go такую же Steam Deck OS от Steam Deck или выставить, скажем, режим Big Picture и запускать Windows при этом сразу через Steam. И вы получите уже в 3 раза мощнее консоль с большим экраном, и как бы все, проблема решена. Зачем платить за Steam Deck больше при меньшем экране, слабом железе и так далее? Просто, наверное, скорее всего, я так думаю, популярность Steam Deck плюс реклама делают свое дело. Люди покупают имя, в то время как есть альтернатива в разы лучше и разумнее. Я пользовался действительно Steam Deck, это была худшая покупка в моей жизни за 2023. Просто не вздумайте покупать Steam Deck, уж лучше, знаете, собрать ПК за 70-80 тысяч или там купить ноут за 80 или, например, вот такую большую портативную Legion Go, чем эту устаревшую железом консоль за 80 или 90 тысяч рублей. Вот такая вот история.